Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад на 10 дней на декаду с 21 по 31 декабря. Давайте узнаем. И наше видео называется «Узнай будущее». К чему все идет или что изменит твои планы, что изменит вашу жизнь, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте узнаем. И я должна сказать, в преддверии того, как начну доставать карты, планета, ваша планета-управитель Нептун находится сейчас в вашем знаке зодиака и в декабре с 7 на 8. Переход из ретро-движения в прямое движение. Но это не есть одна какая-то дата. Этот планетарный транзит может вами ощущаться как и за пару-тройку недель до этого события, так и после, то есть где-то до конца года. Что это означает? Переход из ретро в прямое движение. Это на что-то прежде мы не решились, а теперь у нас решимости хватит. Или какая-то прежде зависшая ситуация, или то, что стояло на паузе. Здесь как раз мы больше видим в реальности возможности, способы что-то осуществить. Или это могло быть связано, к примеру, с каким-то известием, информацией, важным событием, когда мы понимаем, это событие делит или информация делит нашу жизнь на период до и после. Вот с чем-то подобным. То, что было, может быть, в вас на уровне вашей интуиции, догадок, мы понимаем, что, а нет, теперь это произошло в реальности. И у кого-то это то, что уже произошло, может быть, даже где-то в последних числах ноября, а у кого-то и в декабре, а для кого-то из вас это может еще означать до конца года. Давайте узнаем, с какими энергиями мы входим в 2025 год и что для вас, как событие ближайшего будущего, будет означать период этих 10 дней с 21 по 31. Итак, события ближайшего времени, события ближайшего будущего для рыб и рыбок. 4 карты колоды Ленорман. И на колоде Таро продолжим. И первая карта Таро – неожиданность. Пусть это будут приятные сюрпризы, но все же каковы энергия. Когда вы себя сохраняете, я не достала, выпрыгнула карта, стало быть, для чего-то вам это нужно знать. У вас сейчас сильная позиция. Вот человек ставит пугало, как будто отпугивает всех, да? Сам он находится за забором. Это есть, конечно, карта некоторой паузы, поэтому, правда, может быть, вы уже столкнулись с какими-то ограничениями или с теми событиями, когда вы еще пока не определились, как вам действовать. Так вот, как вам действовать? Две составляющие направления ваших действий. Первое – чего-то не упустить. Второе – себе не навредить. Вот, наверное, оттолкнитесь от этого, будьте реалистами, собой не рисковать, не подвергать себя, по крайней мере, риску. Это точно будет для вас важно. Но и альтернативный вариант возможности рассмотреть тоже. Итак, неожиданность. Что буквально идет вам в руки, что вам помогает, что вас будет радовать? По основным сферам жизни – дела, работа, бизнес. У кого-то документы, у кого-то учеба. Вопросы денег, энергия финансов, личная жизнь. И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Каковы же события, как видят карты? Вот такое перепутье или развилка буквально. 4 дороги, по 4 дорогам одновременно мы сразу не пойдем, поэтому сам по себе выбор какой-то в эти 10 дней он у вас будет. Может быть, это где-то ваши планы, которые вы будете корректировать, или это те события, которые тоже вот как по Нептуну из ретро в прямое движение, что-то продолжится, дополняется, может быть, какая-то новость, новой информации, и вы для себя рассматриваете новые варианты, примеряетесь или словно прицеливаетесь к чему-то, насколько это для вас подходящий вариант или нет. Что-то вы обдумываете. Но, безусловно, если мы выберем один путь, а выбрать как будто придется, значит, остальные 3 мы не пойдем. Стало быть, какое-то прошлое вы точно оставите позади. Может быть, не такой простой выбор, но тем не менее, посмотрите, как будто дорога определена, и, скорее всего, интуитивно выход вы знаете, направление Солнца. Но решиться на что-то вам точно придется.
Очень символичные обе карты, обратите внимание. Я всегда говорю, по крест, вот именно в этой колоде, это как между прошлым и будущим. И если здесь мы говорим солнце, посмотрите, крест тоже солнце, оно уже как на восходе. Да, может быть, есть какие-то еще облака, тучи, есть еще наша какая-то путаница, неопределенность, или мы не можем что-то просчитать, к примеру, внешние события или обстоятельства, мы на это не влияем, или как поведет конкретный человек, мы на это тоже не влияем, но где-то мы готовы идти вперед. Вот правда, ваша готовность идти вперед, она будет вами прочувствована в эти 10 дней как-то особенно остро. Вам самим захочется как раз поставить на чем-то крест или быть реалистом. Потому что когда выпадает карта крест, мы понимаем, что сколько бы мы к чему-то не прилагали усилий, а толку от этого никакого, к примеру. Это может касаться как и людей, так это может касаться учебы, работы, каких-то документов. Или, может быть, обстоятельства изменились таким образом, что куда вы собирались прежде, теперь вы скажете, да нет, теперь у меня планы поменялись. И, кстати, вот я не сказала, карта говорит нам о чем? Здесь внизу указано 6 треф. И если мы про нумерологию, любая 6 – это как вершина нашей активности или победа. В каком-то вопросе есть победа. То есть это может быть на уровне ваших озарений или когда открылись глаза на какую-то тему, проблему. Может быть, это и связано с информацией, новостью или событиями вокруг вас. Но теперь вы точно знаете, что не будет продолжено. Но вот эта перезагрузка вверху у нас 36. Если мы сложим, мы получим 9. Так вот это 9. Если она переворачивается, то это вроде бы как 6. А если обратно переворачивается, то это число 9. Почему число 9 по нумерологии? Преддверие перемен. И вот эти перемены, вот эта развилка и вот этот крест. Правда, что-то из прошлого не может быть продолжено в силу причин разных самых или внешних, или, может быть, и вы где-то с учетом того, что произошло прежде, или вы узнали какую-то новость, вы тоже где-то для себя отстраиваете новую концепцию будущего. Иными словами, выбираете дорогу вперед, в будущее. Важные какие-то события. И посмотрите аркан Луна, слушайте свою интуицию. Вот этот аркан, 2 аркана Луна в этой колоде карт. И здесь нам показывают, это как дорога к свету. Причем на уровне интуиции. Ваша интуиция дает безошибочные подсказки. Допустим, кому из вашего окружения вы можете доверять? Или куда вы хотите переезжать? Что вы будете развивать? Какая сфера деятельности вам интересна? Вообще, какой для себя вы видите продолжение, может быть, создавшихся вот теперешних условий? Здесь тоже вам может давать советы ваша интуиция. И даже если эти советы идут со знаком минус, словно шестое чувство подсказывает вам и говорит, что нет, вот тут прогресса не будет, оставь это. Поверьте, к этому тоже следует прислушаться. Вы люди более чем интуитивные рыбы, и даже ваш знак зодиака, он удивительный. Даже дети порой говорят такие ошеломляющие, мудрые фразы, невозможно проанализировать, как столько мудрости может быть в маленьком ребенке. Правда, меня рыбы удивляют не единожды, и поэтому это ваша сильная позиция, это ваша сильная сторона или то, чем вас одарила природа, можете расценивать это и так. Поэтому в данном случае ваша интуиция вам самим помогает как и определиться с чем-то, так и выбрать правильное направление. Мне нечего добавить. Но есть еще какие-то контакты, если мы перейдем в нашу реальную жизнь. И полили это что? В первую очередь это искренность и честность. И это больше касается отношений. И пусть эти отношения у кого-то учеба, у кого-то работа, ваш социум, круг близкий, так и далекий какой-то, как ваше окружение, или с кем вы продолжите общение, с кем вы сведете его к минимуму, или ваши, пусть это планы, определения ваши в вопросах направлений, чем вы продолжите заниматься
чем точно себе скажете, это не имеет никакого смысла. Быть честным с самим собой и окружить себя более надежными и искренними людьми. Вот такая задача у вас может стоять на конец 2024 года. Потому что, понимаете, на обстоятельства не могу надеяться, я на них не влияю, как-то вы можете это остро прочувствовать. И на мнение людей, которые, может быть, красиво говорят, но по факту не очень красиво поступают. Вот какая-то подобная перезагрузка совершенно неизбежна, как будто бы так. Неожиданность. Но есть и те контакты, которые у вас будут или продолжены, или взаимодействие, сотрудничество по части денег, или откуда к вам приходят деньги. Может быть, вы что-то и будете пересматривать, улучшать. Или буквально у кого-то партнерские отношения по бизнесу, или какие-то контакты. Но выбор, опять же, два жезла. Хотя в этой колоде карт здесь больше именно партнерство. Какое-то партнерство в неожиданностях, оно должно быть продолжено, оно может быть в какой-то новой концепции с учетом изменившихся обстоятельств или условий. Я же могу сказать, что, мои дорогие рыбы и рыбки, какая-то поддержка у вас будет. Может быть, несколько концепция будет перестраиваться этой поддержки, или вы сами что-то будете пересматривать. Но, тем не менее, какие-то контакты очень важные для вас – они будут продолжены. Это даже не есть какая-то неожиданность. Это может быть как неожиданность, которая повлияла на, к примеру, на вашего партнера. Может быть и партнера по браку, может быть и партнера по вашему бизнесу или по тому человеку, который вас поддерживал, помогал. Но поверьте, вместе вы или сам человек, тут что-то отстроится и продолжится в новом ключе, но то, что было надежно, оно и будет, и останется на долгое время надежным также. Вы просто убедиться можете. Может быть, карта говорит, вы в человеке сомневались как раз, а здесь будет неожиданностью, когда вы убедитесь, что нет, как раз то, что было искренним, то, что было для вас как оплот, цитадель в виде отношений или конкретного человека, здесь будет продолжено. Вы можете удивиться со знаком плюс, что да, какие-то очень важные отношения, они продолжаются. В чем ваша сила? Ну, деньги есть, деньги будут, сразу скажу. По части, может быть, семьи, взаимоотношений с вашими близкими, домочадцами, по части вашего дома, благополучия, изобилия, процветания. Но, помимо всего прочего, все же девятка чаш, пусть не в этой колоде, это карта самодостаточности. Поэтому ваша сильная позиция, когда вы для себя определите планы, чем вы хотите заниматься. И вот, может быть, вот эта развилка как раз и означает – как только вы определитесь, ваши действия будут более точны, словно, знаете, такие отточенно филигранные и очень правильные. Выбор придется делать, от этого зависит ваша концепция будущего, мои дорогие. И да, что-то вы оставите словно позади, но это значит словно избавиться от какого-то мусора. Может быть, и ментального где-то мусора в своей жизни. Может быть, это будет и перенос на какие-то контакты, отношения. Но в целом вам помогает само по себе благополучие, которое есть и в эти 10 дней, поверьте, добрый период. Это внутренняя какая-то работа. Скорее нам обрисовывают карты Ленорман, которые мы не уйдем ни от этих мыслей, ни вот от этой внутренней какой-то перезагрузки, выбора, от каких-то внутренних диалогов, да, интуиция, карта Луна. Все то, что я говорила, не повторяюсь, но это все в конечном итоге, что делает вас сильнее и помогает увидеть или правильно сориентироваться на будущее. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Да, тут что-то будет меняться, не будет прежней концепции. И для кого-то из вас, если мы говорим про экзамены, кстати, экзамены вы можете сдать. Кто-то из вас может, несмотря на то, что это не совсем про деньги, но откуда к нам приходят деньги? Вот какую-то сумму, если вам уже что-то причиталось, вы можете получить даже крупную. Может быть, это как за проделанную работу гонорар. Может быть, вы пишете книги, картины, музыку, и причиталась какая-то денежка, но она вот застряла по каким-то причинам, и здесь она все-таки к вам приходит. Но для вас, опять же, какая-то трансформация, она тоже неизбежна.
Вы многое тут можете передумать, пересмотреть. И помните, мои дорогие, трансформация– это где-то в этом ваша будет одновременно сила. Потому что вот увидеть какую-то реальность в новом ракурсе совершенно необходимо. Вы тогда на будущее, да и вы должны как бы такую-то миссию совершить, мои дорогие рыбы и рыбки. И для вас это откроет совершенно другое качество жизни. Может быть, это и есть какая-то болезненная даже ситуация, или это та новость, которая вас совершенно не порадовала. Но не просто новость сама по себе, которую вы забываете, а после этого этапа вам ваша жизнь на до и после делится. И вот эта перезагрузка, вы ее пройдете. Вы сделаете какой-то очень правильный выбор, который вас в последующем приведет к успеху. Деньги. Подарки тут какие-то, помощь, может быть, вообще приятные эмоции. Поэтому деньги есть где-то, деньги будут. Но нам и девятка чаш об этом сказала, это про деньги. Хоть пусть они в этой колоде, но тем не менее. Девятка чаш– это не просто какие-то приятности чисто на уровне эмоций, а это еще и материальный успех, это достаток, это наша уверенность. Не просто эмоциональная уверенность, а более материальная, подкрепленная какими-то фактами. И здесь, правда, продолжает эту тему рыцарь чаш. У кого-то буквально подарок или получение какой-то даже суммы более того, чем вы ожидали, или сами по себе какие-то финансовые возможности, радости, или даже предложения. Позитивная карта, нечего сказать. Личная жизнь. Но вот по личной жизни тут рыцарь мечей. Конечно, он более такой непримиримый. И мы можем столкнуться с теми людьми, которые, ну, может быть, даже в нашем ближайшем окружении, им что-то не нравится. Или они пытаются с нами спорить, или нам пытается кто-то что-то доказать. Может быть, это и ваш социум. Опять же, все карты нам об этом говорили, что перезагрузка какая-то неизбежна. Но эта карта еще и рыцарь мечей, может, как раз вот лилии. Мы говорим искренность, надежность. Так вот, по рыцарю мечей со знаком плюс проигрывается, когда мы большие реалисты. Есть какая-то правда. И мы не можем себе замылить глаза приятными эмоциями. Есть то, что должно быть сделано, допустим, по закону или по регламенту. И мы должны, может быть, от этого оттолкнуться. Иногда эта карта будет говорить о том, что все же нас могут пытаться втянуть в какой-то проект, и для нас это может означать дорога в никуда, поэтому реалистом быть определенно стоит. Но вот у каждого по-своему эта развилка будет проигрываться. Иногда мы можем, несмотря на то, что рыцарь мечей вроде бы колючая карта, но в то же время можем столкнуться с теми людьми, которые словно скрывают свои намерения и цели. Нам могут предлагать какой-то пафосный проект или для нас могут рассказывать о том, что какие-то радужные перспективы. И тогда быть реалистом и быть честным самим собой тоже стоит. На что-то не согласиться. Чего бы ни касалось, эта карта не совсем тут о любви. Ну, наверное, личная жизнь не всегда про любовь. Это еще и наши планы на будущее, это еще и наше как продвижение какое-то, ну, пусть даже или по вашей учебе, или по вашим делам, дальнейшим планам, или что вы хотите осуществить. Поэтому быть реалистом определенно стоит. Эмоции будут приятные, нам уже об этом сказали, деньги будут, какие-то приятные контакты, радости, комплименты тоже будут, но где-то не замечтаться все же для вас будет очень важно. Я вижу, по крайней мере, так. Карта совет. Королева жезлов, правда? Это карта реального человека, который несколько раз его словно жизнь ставила на колени, но он находил в себе силы каждый раз подниматься. Какой совет? Храните молчание. Королева жезлов умеет хранить свои тайны. Она умеет хранить и чужие тайны тоже. Вы никогда не узнаете о том, что она задумала, потому что увильнет, не расскажет. И ведь эта карта вам выпадает совет. Не рассказывайте никому о своих планах. Храните молчание. Это для вас как цитадель, оплот вашей надежности и спокойствия. Когда никто не будет, ну буквально, может быть, своим языком и как будто проигрывать ваши намерения, цели, обсуждать или вам возражать, или высказывать свое мнение, путать вас. Поэтому оставайтесь верны сами себе.
Буквально молчание где-то вам помогает. И в то же время жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Королева жезлов как раз она и удачлива, как и правильно распределить деньги, так и правильно, с учетом реальности, построить свои планы и воплотить мечту в жизнь. Вот и вы будьте буквально в таких энергиях. Может быть, и когда с чем-то, пока вы не определились, лучше пусть, я скажу так, вы, не предвосхищая о чем-то заранее, никого не предупреждаете, а просто проходите по фарватеру своей судьбы. А когда вы что-то осуществите, вы просто кого-то поставите перед фактом. Может быть и так, по крайней мере, в карте совет. Именно совет такой звучит. С какими энергиями вы входите в 2025 год? Шикарно, ничего и не достает. Девятка чаш, девятка пентаклей. Карта возможностей, карта денег, карта новых заработков, карта получения новых должностей, карта сбора урожая, когда вы себя будете благодарить, что, наверное, вот эта развилка, вот этот выбор вами был сделан правильно. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.